Вот мы с вами, как всегда, на кухне в очередной раз. И сегодня я буду делать котлеты наши, отечественные. Вот. Так что давайте начнем. Пюре я уже сварила, наше тоже, с молоком. Пюре как я делаю? Я отвариваю картошку, разминаю ее, потом кладу туда молоко, сливочное масло, добавляю соль и в принципе все. Картошку варю, добавляю луковицу для вкуса. Значит, потребуется нам фарш, потребуется молоко, лук у меня, половинка луковицы, хлеб и в принципе все. Так я буду делать наши котлетки. Вот, ну начнем. Значит, фарш перекладываю в миску. Вот. Выкладываю не все, часть оставлю кошке. Вот у меня выложен фарш. Дальше мне нужно хлеб размочить в молоке, но я отрежу предварительно вот эти краешки. Потому что если их оставить, они будут видны в котлетах, и они не растворятся в молоке. Вот краешки я отрезала. Дальше я возьму мисочку, тарелочку и налью туда молока. Вот, и подогрею его в микроволновке немножко. Вот, но молочко у меня подогрелось. Сейчас я положу туда наш хлеб, чтобы он пропитался молоком. Вот. Должна получиться вот такая вот как бы кашица. Хлеб должен раствориться, чтобы не было вот этих вот белых таких комков. Вот, потому что они будут видны. Дальше берем соль. Да, сейчас многие скажут, зачем солить. Да, для того, чтобы лучше просолилось, солите вот непосредственно саму вот эту жижу из хлеба и молока. Ну вот я посолила. Сейчас все перемешаю. Вот пока отставлю в сторону, перемешиваю. И дальше что я делаю? Дальше я беру лук и буду лук натирать на терке. Опять же, сейчас кто-то скажет, терка не такая, почему на терке, почему не нарезаешь. Вот я делаю так, чтобы лук не чувствовался, то есть на зубах, потому что дети будут чувствовать и есть они не будут. Так, ну лук я порезала, вот столько у меня получилось. И сейчас берем наш лук и выкладываем фарш. Такая своего рода каша из лука получилась. Вот, и перемешиваем. Также, если у вас есть яйцо, можете добавить яйцо. У меня яйца нету, так что у меня без яйца. Вот, ну все, в принципе. Теперь нашу кашу
Из хлеба и молока выкладываем в фарш. Выложили и теперь перемешиваем. Фарш наш перемешался. Теперь можно его как бы руками помешать. В принципе, видите, нету никаких этих белых хлебных как бы катышков, потому что отрезали заранее вот эти корки. Потому что если бы остались бы корки, то, соответственно, корки бы тут просто были бы кусками, они бы не растворились в молоке. Вот, ну, фарш готов. Сейчас можем уже начинать делать наши котлетки. Вот. Берем, соответственно, кусочек. Какой вам больше нравится? Нравятся большие котлеты, делайте большие. Я делаю вот такие вот, не очень большие. Вот, и, соответственно, лепите котлетки. Большие, небольшие, какие вам больше нравятся. Вот. Сейчас посмотрим, сколько получится котлеток. Очень быстрый рецепт котлеток. За 10 минут их можно, как говорится, сделать. Вот, ну это то, что у нас получилось. Подготовлены уже полуфабрикаты. Вот, так что вот так достаточно быстро и, как говорится, практически без затрат можно сделать котлетки. Теперь ставим сковородку на плиту, наливаем подсолнечного масла и начинаем поджаривать наши котлеты. Вот, начинаем потихонечку выкладывать наши котлетки. Сковородка разогрелась уже. Котлет достаточно много получается. Можно их немножечко сдвинуть. Ну вот, одна лишняя осталась котлета, надо ее куда-то пиндюрить. Вот, ну все. Положили наши котлетки. И котлеты оставляем в таком виде, открытый. Оставляем котлеты, чтобы они поджарились именно с одной стороны. Когда они поджарятся уже тут снизу, переворачиваем их и накрываем крышкой. И уменьшаем огонь уже, и пускай они, как говорится, доделываются. Будем сейчас ждать, пока они немножечко возьмутся снизу. Вот, ну, можно уже посмотреть. Вот, то есть они уже начинают это схватываться, можно их уже переворачивать. Если вы любите очень ужаренные, как говорится, я огонь уменьшу. Я огонь уже уменьшила, потому что я очень ужаренные не люблю. Вот. Ну, а вы смотрите там, как вы любите. Даже вот этот сильно ужаривает. Она все равно потом, пока тушиться будет, они немножко, вот эта часть сторона, она побелеет. Все-таки она не будет такая поджаренная. Что та сторона как-то вот поджарилась меньше. Значит, с этой стороны у меня огонь сильнее. Вот, перевернули все котлетки. Перевернули все котлетки, и сейчас можно накрыть крышкой. Уменьшите огонь и накрывайте крышкой. Взяли крышку и уменьшили огонь и накрываем. Вот, ну и ждем, пока они немножечко схватятся. Прожарятся, имеется в виду. Вот на небольшом огне они просто немножечко потомятся, немножечко
подтушатся и уже будут готовы через какое-то время, минут через 5-10. А по поводу солености, я вам говорила, что у египтян бывают не только соленые огурцы и морковка, также они делают соленую редьку, они ее солят, она как маринованная получается. Вот так вот она выглядит, розовая. Сейчас я покажу, сейчас я вылью немножко, покажу. Выглядит это вот так, Это соленая редька, а это как бы соленые оливки. Вот. И как бы редька, кстати, на вкус такая интересная, кстати. Достаточно неплохо. Даже вкусно так вот под пюре с котлеткой. Очень даже ничего будет. Вот. Так, ну что там наши котлеты? Вот, ну котлеты как бы готовятся полным ходом. Вот, уже запах пошел. Хороший. Вот. А вообще, как определить, котлеты готовы мясо или нет вообще? А вот если вы видите, в котлетах выделяется вот эта вот жидкость. Когда вот этой жидкости уже не будет, она из всех котлет, вот на этой котлетке видно, предположим. Вот эта жидкость, это еще котлеты не готовы. Когда жидкости вот этой не будет, значит уже котлетки ваши сделались. Это у меня такой метод определения готовности котлет. Кстати, меня спрашивали, есть ли в магазинах продуктовых здесь скидки на различные продукты. Вот там, предположим, как говорят в России, есть там берешь два или три и еще один бесплатно. Вот я как раз хотела вам показать вот такой йогурт компании Danone, клубничный. Вот здесь вот написано. У нас такая упаковка, 6 штучек. Значит, написано 5 плюс 1 бесплатно. Вот. То есть это цифра 5, это 1. То есть 5 берешь и 1 бесплатно. Так что что-то бесплатно все-таки достается в Египте. Но может быть у него срок годности уже близок к концу, и поэтому они решили таким образом сделать распродажу. Предположим, что еще? Вот, предположим, порошок. У меня порошок по-арабски будет рапсу. Значит, у меня вот такой порошок Окси. Вот, ну вот я смотрю, вот здесь тоже какой-то как скидка, то есть 25% веса зиеда, то есть как бы 25%, я так понимаю, бесплатно, что ли. Вот. И также говорится, что тут 2 в 1, я так понимаю, порошок и, наверное, какой-то ополаскиватель. Так, ну что, посмотрим на наши котлеты. Так, ну все, вы видите уже вот этой жидкости, про которую я вам говорила, ее уже нет. И мы можем наши котлетки выкладывать на тарелочку. Я их, наверное, выключу. Потому что уже я смотрю. Можем выложить на тарелочку и подавать к столу. Вот, ну, выложились наши котлетки. Вот такие вот у нас получились котлетки, очень быстро, там буквально минут 15 у вас займет, и очень быстро можете насытиться. Особенно мужчины. Мужчины любят мясо. Вот. Ну хорошо, всем приятного аппетита.